Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить God of War вторую часть. Будем проходить ее на эмуляторе PS3. Ремастер, получается, у нас в второй части выходил еще в HD издании. Ну, собственно, это и есть. Прошли мы уже первую, ну, посмотрим, чем у нас удивит вторая. Так, давай, наверное, эффекты поменьше, да? Все, назад, поехали. Новая игра. Средняя сложность, низкая, бог. Ну, давай среднюю, как обычно. Не знаю, будет тут озвучка. Смертный воин Кратос стал новым богом войны. Ага. Воин Кратос стал новым богом войны. Но Кратос не искал дружбы мелочных богов. Его новой семьей стали отважные воины Спарты. В кровавых боях он забыл об ужасах прошлого. Могучий Кратос! Вскоре этот город падет! Слава Спарты воссияет над миром! Ну, он начал командовать, собственно, армией спартанцев. Довольно, Кратос. С каждым разрушенным тобой городом гнев олимпийцев растет. Это Афина? Скоро я уже не смогу тебя защитить. Мне не нужна твоя защита. Гордый какой. Моя защита, говорит, не нужна. Сделала тебя богом. Не спеши от меня отрекаться. Я ничего тебе не должен. Ты не оставил мне выбора. В душе Кратоса боль воспоминаний обратилась в ненависть. Почему он все время падает во всех частях откуда-то в начале? Обрести покой. Итак, он отправился на Родос, чтобы нанести осажденному городу последний удар. Угу. Как комета просто приземлился. Но он большой, кстати. На город Родос он приземлился. Чтобы добить, так сказать. Афина! И ты против меня! Он говорит, Афина, ты против меня. Так а что он хотел? Он беспределит. Кто такой? Все, он теперь маленький. Ты смеешь противостоять мне? Так, нажмите, чтобы вложить силу, ну это понятно. Все точно так же. Даже интерфейс такой же. Вообще особо не парились. Настройка. Давай. Музыку мы также оставим. А громкость эффектов, потому что все-таки, ну, кстати, субтитров нету. Нету. Точнее, я не слышу голоса особо. Давай так. Дайте ему открыть ворота! Кстати, жизни, по-моему, больше в этой части. Начало тоже. Только мы там на корабле всех разматывали. Сейчас какой-то колосс тут. Так, разбойте противника. Ну, понятно. Удерживайте треугольник, чтобы подбрасывать. Какой-то колосс у нас за окошком. Я так понимаю, мы с ним будем в конце биться. Убил всех! У него еще осталась божественная сила! У него, говорит, еще осталась божественная сила, так надо думать. Чтобы открыть ворота, быстро нажимайте круг. Хорошо. Кстати, тут, по-моему, достаточно поменьше спамить надо, как в первой части. Вроде как.
В первой части там, чтобы двери открыть или еще что-то, прям надо было очень сильно лупить. И магия, да, по-моему, доступна сразу же. Ну-ка, давай используем. Да, вот это магия. Магия с первой части, причем прокачанная версия уже сразу же есть. Вот эта сила Посейдона. Я в конце первой части с помощью нее, по-моему, только и затащил. Когда ему там надо было жену обнимать свою. И как он сейчас меня нащупает. Пока управление тоже так же, вообще ничего не изменилось. Единственное, что доспехи... А что этого не убить? Доспехи у Кратоса появились. Но их, наверное, сейчас заберут. Не сюда. Открыть сундук. Ну, давай. Стой. А он меняется по цвету? Нет, только зеленый. Хорошо. Зеленые сферы, ну понятно. Я так на всякий случай оставил, конечно. Обучение. Вдруг появятся какие-то новые механики, но, по-моему, нет. Для подъема нажмите крест. Для спуска вниз. Хорошо. Понятно. Подсказки можно отключить. Пока не будем ничего отключать, вдруг что-нибудь интересное появится. Так, он сундучок вижу. Прыжок. Чтобы прыгнуть, нажмите да-да-да. И для двойного прыжка. Так, двойной прыжок у меня не удался. Уклонение. Ну, вовремя они подсказали, как уклонением пользоваться. Тихо, мужик. Руками своими лупает. Здорово, Макс. Ничего страшного. Ай-яй. А тут, наверное, в тему надо было двойной прыжок, да, использовать. Ты чё орёшь на меня? Он еще мне подкидывает народ. Забава. Вот оно что, надо было по ручонкам ему стучать. Он так и будет, да, мне походу народ швырять? Ладно, давай орбы добывать. Я подпрыгивать не успеваю пока. Все, ну в принципе уже и ладно. Пока начало будет легкое. Синие сферы, ну понятно, магия. Скорее всего, по магии будет то же самое. Молнии, башка медузы. Ну-ка, давай посмотрим. А, не закрыто. Я думаю, та же самая будет магия, что и в предыдущей части. О как, новый удар, по-моему, появился. Такого не видел. Опять орёт. Так, тихо. Я не вовремя подпрыгнул. Тарарам. Надо чем-то полечиться, я думаю. Только с этих товарищей ничего не выпадает. Так, но у меня камера изменилась. Может, мне туда надо, направо? О, проснулся. Ты не ори на меня.
Сейчас опять треснет. Я опять не попал. Что за хрень? Не вовремя я прыгаю. Чуть-чуть попозже бы нам. Ну, мне показали уже, куда идти. Магии у меня полно, так что мы сейчас отхилимся на сундучке. Так, у нас еще, кстати, из новшеств люди начали улетать на экран. Так, понятно, надо было раньше этим заниматься. Давай. Сначала я полечусь, потом все остальное. Тресь. Вот ты падла, он взял камень и поймал. Ля, какой злой, а? На тебе врыло. Чтобы зарядить баллисту, быстро нажимайте, я понял. Давай, оттягиваем. Сейчас мы сами себя, да, он себя запустит. Это надо было как-то в другой момент делать или что? Блять, опять на площадь треснет. Так, на с него хилки валятся. Давай еще раз. Тихо. Чего я... Короче, раньше игра прям требовала, чтобы ты больше, чаще нажимал на кнопку для каких-то определенных действий. Количество ударов по кнопке сократили, по-моему. Сейчас не надо прям долбить. Он поймал меня. Ай. По какому лупил? Ты не ори на меня. А как мне надо узнать? У меня, если камера переключается, как узнать момент, когда он меня не поймает? Он меня ловит все время. Странно. Ну-ка, давай еще раз зарядимся. До свидули. Камера на тебя переключается, не видно, что он делает. В каком положении босс, непонятно. Но это боссом пока не назад. Вот он ловит тебя все время. Я пока не совсем понимаю, что они от меня хотят. Вот, сука, поймал. Подожди, его надо... Ему надо, походу, по руке лупить. Сначала находиться здесь. Лупить по руке. Вот, пока он в окурках стоит, ему прям в башку надо лупить. Ну-ка, давай попробуем. Как я такое? Не поймал. Снова привет от Xbox-овского геймпада. Так, все, он в лазуре. Я ему глаз выковырю, да? Забавно. Минус глазик. Хорошо. Снова плавать. Так, изменяйте направление движения с помощью Т, да, чтобы нырнуть квадрат, всплыть. Хорошо. А мне надо всплывать или нырять? Я не совсем понимаю, в каком пространстве я нахожусь. Вверх или вниз? А, о. А вот и я. Из Джани. Я сейчас ничего важного не пропустил. Куда идти надо? Семен Семенович.
Подожди, так тут надо каждую, наверное, да, сломать? Где-то тут еще они были. Что-то где-то уже очутился, я не понял, так нырять не надо или всплывать? Вот елочки. Здравствуйте, женщина. Надеюсь, YouTube мне не предъявит. И мальчик писает. Гадость какая. Что надо делать-то с ним? Обнять, все. Ох уж этот Кратос. Я еще не закончила. Серьезно? Надо удерживать или нажимать? Еще не закончила. Да, одного раза достаточно прожатия. Я еще не закончила. Да. Ну и механика, конечно. Зачем это делать, я не понимаю, в играх. Тебя учат расположению таким макаром кнопок, что ли? Я еще не закончила. Да. Чего надо-то, я не понимаю. Я еще не закончила. Давайте быстрее уже. Я еще не закончила. Сколько четко надо это прожимать, я не понимаю. Сколько жестко надо стиком болтать? Может, другим вообще это надо делать? Другим стиком? Да серьезно, ну, что не получается-то? Почему? Блин, может это вообще не надо делать? Ну-ка давай ныряем. Нажмите, да, разогнаться. Серьезно, это делать можно было не обязательно. Почему стиком управлять не получалось, я не знаю. Куда плыть-то? Так, значит направо. Странно, вроде все правильно прожимал. Почему не выходило? Так, секунду, сейчас я.
было, да? Якорь. Чтобы повиснуть на цепи, нажмите R1, подходящие места выделяются подсветкой. Хорошо. Чтобы раскачаться, удерживайте R1. Прыгнуть, нажмите X, нужный момент для двойного прыжка XX. Угу. Понятно. За раскачку в первой части у нас кружок. Вот этот вот. Отвечал. Чтобы применить особый прием, L1. Понятно. Я этот особый прием в самом начале уже юзать начал. С ним как-то побыстрее получается разбатывать толпу. Можно эти штучки разбить, нет? Здесь не часто тут будут вот эти вот QTE моменты. Потому что они довольно-таки кривовато сделаны. Ну, в принципе, хилиться мне не надо. Лазание по стенам для перемещения. Понятно. То же самое. Как и в первой части. Только он просто в первой части руками цеплялся, а тут он этот. Тут он втыкает мечи. Прыгать можно? Да. Ну, с ним мы еще сейчас будем биться. Мы ему, наверное, не только второй глаз выковырим, но еще, наверное, и в рот надаем. Чтобы поиметь магию L1. Я, говорит, бог войны. А это кто вообще? Какой-то мужик. Который довольно-таки активно атакует. Так, ну раз серия идет, значит лупить его надо по рукам. Злой какой. По груди я явно не достаю. Так. Сколько раз надо ему треснуть? Мне кажется, ли вторая часть чуть-чуть пободрее? Как-то она поактивнее немножко. Может, начало-то. О. Надо туда успеть, да? Чтобы сдвинуть руку колосса. Короче, его колосс зовут. Встаньте перед ней, нажмите круг. Надеюсь. Время не ограничено, я так понимаю, да? Заживала руку. Ненавижу QTE моменты. О, теперь он там тусуется. Так, кнопки будут другие. А чё, он даже второй глаз ему не расковыряет?
Видимо, это позже. Ну давай. Эх, не дотягиваюсь, я чуть-чуть. Может, магией его отлупить? Так, ну щеки я ему порезал. Сейчас, наверное, что-нибудь побольше ему надо будет разорвать, разрезать. Первый раз. Печалька. Последнее сохранение. Я так понял, что с самого начала. Ну, уже получше получается. Давай, лысый. Ты все сможешь. Да, у нас выпал здоровья нет. Давай. Сейчас мы руку его замочим. Что-то с него жизни как-то вообще ни о чем выпало. Блядь, последний удар не прошел. Путай кнопки. В этом проблема. Надо было на женщинах, наверное, там учиться. Все. Как-то он быстро. Так. Так. Вот так. Вот так. Надо как-то определенное место найти, где для удара будет мне время, чтобы он меня особо не задевал. Хотя это можно. О. Немного магии потратим. Да, надо было сразу магией пользоваться. Быстрее получается. Так, внимательно. Вот так.
Так. Так. Заловил меня так, чтобы вывод поочередно. Кстати, вот такой вот механики не было. Надо все время всю катсцену ждать так. Вообще, как на джетпаке улетел куда-то. Так, я думаю, что настройка. Давай звук, музыку вот так мы сделаем. Эффекты чуть погромче. Чтобы когда они будут нам истории интересные рассказывать, чтобы слышно было. А, мне все пополнено. Чтобы слышно было хорошо. Лавочку можно разбить? Нет. Лавочка, наверное, самая крепкая, что в этой игре есть. Раньше надо было прямо вот так долбить по кнопке. Сейчас достаточно. Короче, палец у меня успевает теперь. Это хорошо. Я понял. Этих ребят. До них не добраться. Но мы зайдем, наверное, с другой стороны к ним. Без жалости! Просто нажимает L1 или R1, неважно. Можно очень много комбо делать. Вот он просто вокруг себя там плетями крутит, всех дел. Гораздо лучше. Итак, я понял, удерживаете, ну понятно. Головоломочки решать. Ну, толчок ногой пока, я думаю, мне не пригодится, но скоро будет это нужно. А там у нас кнопок никаких, да? Понятно. Наверное, какой-то другой ящик нужно найти. Ну ладно, мне, в принципе, там-то делать нечего. Жизни у меня полно почти. А в какую сторону? Сюда вообще не запрыгнуть. Либо надо что-то с ящиком делать, либо как-то его перетаскивать через другую дверь. Я посмотрим. Вот еще. Да, понятно. Мы его держим и толкаем. Да, я тут же остаюсь. Подожди, а с той стороны... Что теперь делать? Ага. Вот оно что. Ну давай уж этот ящик заберем. Никто не нападает. Блядь. Хочу секретку забрать, там два ящика наверху какие-то. Врагов, по-моему, стало больше на тебя нападать.
Может, кажется. Не знаю. Так, для начала мы вот это дело взрываем. Потом вот это мы тащим. Я могу на него запрыгнуть? Я не вижу. Кажется, я на него встать не могу. Сейчас попробуем максимально его к стене придвинуть. Нет. Чего он на него не хочет забираться? Придется назад тащить. Там у нас ничего нет? Нету. А как тогда туда забраться? Если он не запрыгивает вообще на него. Целых 3 ящика. Странно, странно. Может, я потом как-то узнаю об этом. Ну что ты не держишь? Ну, хоть одна халява. А почему у меня сразу же клинки Афины на максимальном уровне? Игра же вроде без дополнений. И это тоже на максималке. Странно. Обычное коллекционное издание качал. Почему-то мечи прокачаны на максимально. Ладно, пускай будет. Я не против. Ты куда жмешь? Я думал, мне надо быстро проживать R1, чтобы что-то там не случилось, чтобы меня, допустим, не раздавило какой-нибудь плитой, там еще что-то. А вот, наверное, да, как можно было ящики вот эти взять? Ну ладно, уже поздно. Он уже прыгать не станет. Ладно, оставь, ты что зверишь? Ты куда зверишь? Плешивый бабуин. Да. Этот ящик, по-моему, самая крепкая тоже, что есть в игре. Нужна твоя помощь, Зевс. С этой тварью я справлюсь сам. Кратос — это больше, чем помощь. Я предлагаю тебе могущество. Я даю тебе меч Олимпа. Этот меч положил конец Великой войне и поверг титанов. Вложи в него свою божественную силу, и ничто в мире не устоит перед тобой. Почему ты решил помочь мне? Потому что у них терки между богами, я так понимаю. Конфликты решают с помощью глупого Кратоса, который ведется на разного рода оружие. Я так понимаю, мы сейчас схватим меч, потом в нем разочаруемся в Зевсе, и потом в конце надо будет убить Зевса, вот и все. Уступ. А чтобы забраться на уступ, нажмите та-та-та, повиснуть на краю. Кстати, такого у нас тоже не было. Ай.
Ну прям принц Персии чистой воды. А зачем эту лестницу поставили тут? По-моему, тут не очень нужно. Так, сначала лучников. Что-то они это мешаются. Ну. Вот, потом всех остальных. Давай. Ну, какие серии можно прям лупить с прокачанными мечами. Блин, еще одни лучники. Так, ребят, дайте пройти. А то эти товарищи достанут просто. Там, по-моему, что-то можно было разбить. Нет? Ладно. Некоторые вещи у нас просто не бьются. Здорово, Арисака. Проходил вторую часть God of War? Я вот первый раз играю. Прям все это немножко в диковинку, но они, в принципе, абсолютная копия первой части с небольшими улучшениями. Так, куда? Блин, а вот ненавижу по жердочкам ходить. Тихо. Вот то же самое. Свалился, нажимай X. Стоп. Та-та-та-та-та. А чё он выпрыгивает так высоко? Ладно. Если бы меня не стреляли, пока я вешу, было бы удобно. Максимально лучники бесят. Ну как, жуки такие, нафиг комары, короче, противные. Что-то подстреливают, вечно мешает. Мешает работать. Вот он, еще один. Мудак. А может быть, в принципе, игрой и было задумано, то, что ты в любом случае свалишься отсюда, всех сначала перебьешь, а потом спокойненько будешь по жердочкам своим бегать. Неудобно. Так, там у нас, по-моему, справа сундук был. Долетит? Чуть-чуть. А посмотрим, может быть, с другой надо прыгать. Держись, лысый! Нам еще меч поднимать. С другой стороны надо заходить на сундук. Кстати, он не так часто уже падает. В первой части он прям увалился просто с этих жердочек. Практически сразу. Вот тут проход. Да серьезно? Подожди, я хочу ящик. А ящик хочет меня. Как его достать тогда? Тихо, держись. Ну, отсюда же и прыгать надо. Ладно. Без ящика тоже хорошо. Еще раз попробуем.
Да, вот там, я не знаю, какое расстояние не рассмотреть. Почему он не дотягивается, я не знаю. Ну хрен с ним. Самое важное, это, в принципе, прокачан. Может, отсюда прыгать? Он не долетает, я не знаю, как. Когда именно надо прокачать, прожимать прыжок. Не будем задерживаться. Да, сохранить. Все, полезли по цепочке. Понятно, вверх, вниз. Все. Никто в живых не остался. Оп. Ну мы тогда меч этого Зевса и будем качать вторым по счету. Не, первым. Опять ты. Я не успел. Кстати, красных орбов уже прилично, 2000 собрал. Все, а в конце мы чуть-чуть подпрыгиваем и нормально. Так, это у него рука оторвалась. С ней надо, наверное, что-то делать. Так. Он не даст взять. На тебе, ручонкой своей, как тебе? Давай, дергивай. Вложив в клинок свою божественную силу, У него бы все забрали. любого, кто восстанет против нас. А почему орбы забрали? А руки-то теперь нет. Что с ним делать надо? Вот это, конечно, интересное кино. Так, ну бить надо его. Вы покунаете меня! Я бог войны! Ага, я его молниями, а он меня. Я непобедим! Так, мужик, так дело не пойдет. Его надо как-то на этот, поглубже. Бля, размахался. Да. Все, дергаем опять меч. Теперь магию у меня забирает. Угу. Сейчас у меня все отберут. Чтобы я типа играть начал с нуля. Спасибо.
Все, у меня жизни затянут, скорее всего. А я тут бегаю, эти орбы красные собираю. Нужно они. Все равно утащат. Чик. А, ну тогда и значит этот. У меня будет меч Олимпа, и клинки тоже будут не прокачаны. И этот Посейдона гнев тоже будет не прокачан. Все правильно. Все по-честному. Не знаю, насколько он прикольный. Ну, нажал. Подожди, я проверю. Да, клинки обратно вернулись. Клинки Анфины обратно вернулись на этот. На круги, как говорится, своя. Все по-честному, будем начинать с самого начала. Это у нас типа вступительный момент. Кстати, а где я бегаю? Что за колокольня? Испортим механизм весь. По решетке ползти. Кратос забрал силу колодца и поместил ее в меч Олимпа. Злодей какой, прям бармалей. А я уже обрадовался, думал, у меня эти клинки прокачаны на халяву. Для перемещения, ну понятно. Угу. Тут надо спамить по кнопке. Отпустить R1. Хорошо. Эх, там последний мужчина остался. Так что получается в самом начале прям вообще не обязательно все собирать. Все равно у тебя все заберут. Сейчас мы этот механизм повредим. А чё? Эй! Я понял. Здесь хотя бы меч мне оставят. Да, вроде неплохо. В прошлый раз меч давали в середине игры где-то. Раз уж жизни дают, давай возьмем. У нас тут ничего. Тогда налево. По жердочкам, по-моему, чуть поприятнее бегать стало. Тихо, мужики. Надеюсь, я не смогу, не могу свалиться с этой платформы. Можно фривольно себя вести. Сейчас еще будем механизмы ломать. Давай, отщепляйся. Ну, у меча как бы в принципе движения вообще как бы одни. Перекатом надо или что? А, подожди. Вот, тут же у нас теперь добавилась механика уступов. Я вот не помню, чтобы я в первой части по уступам ползал, но возможно. Подтянулся. Все.
И R1. А, еще надо. Давай. Бам. Я не понял, я по колонне бегаю или где я вообще нахожусь? Какая-то колокольня. Если я бегаю по колоссу, почему он деревянный внутри? И где же тогда, собственно, его очко? Все горит. Прям беда разрушения. Ай-яй-яй, зачем я прыгнул? Ладно, за это жизни не забрали. Хотел на веревке подпрыгнуть, думал, мало ли, может быть, побыстрее он поползет хотя бы, но нет. Будем медленно ползти. Терпеливо. Клинки Афины также буду качать первым делом. Все-таки они рулят. Каким бы меч вот такой вот клевым не был, как бы не было... Да, я в колоссе внутри этого колосса, но почему-то он деревянный. Разве он не должен быть каменным или металлическим каким-нибудь? Так, камера изменилась. Чик. Сейчас мы зрение нарушим. Что за маятник? Мне по веревке надо ползти. Он почему-то взял, вообще упал. А, стой. По веревке мне не даст луч, да? Да. Все, я понял. Что делать? Лупить по маятнику. А с какой целью? Как долго надо мудохать маятник? И зачем? Он? Так, я его запустил. Лысого поведения странное. Отцепляется, что-то падает куда-то. Короче, есть маятник. Этот маятник будет защищать нас от лучей, пока я ползу. Да, сейчас посмотрим. Что-то он как-то не шибко закрывает. Его надо сильнее раскачать, может. Ну, допустим. Блядь. Стой. Он не закрывает эти лучи вообще никак. И он тут же урон получает.
Может, еще раз дергал? Вот. Стой! Блин. Короче, его надо раскачать внизу, а потом ползти наверх и поднимать. Он уже остановился. Да, все, не шевелится. Ну, забавная головоломка, типа, ну. Головоломку это не назвать, конечно. Так, чик. Давай во вторую половину. Все. И туда. Ай. Эй, чуть-чуть. Тут надо что-нибудь втыкать? Нет. Чего я так жизни мало? Когда я урон успел уже получить? Хорош. Я думаю, что это последняя его часть. Да, уже в голове его света нет. Куда бежим? Все ломается. Прям миссия невыполнима. Вы видите это, боги Олимпа? Мы видим тебя. Вам нужно еще. А, договорился. И меч забрали до кучи. Заключив всю свою божественную силу в этом оружии, Кратос утратил неуязвимость и стал смертным. Окровавленный, израненный, он знал, что тупой. обречен погибнуть, если не вернет себе меч Олимпа. О, и доспехи рассыпались. Все позабирали. Доспехи забрали. Силу забрали. Прокачку забрали. Униженный на виду всей спартанской армии, Кратос с трудом поднялся с земли. Какие-то птички летают подозрительные. О, как ему тяжело. А че все стоят? Че никто не нападает? Ну да. Боец с меня сейчас такое себе. Надо, наверное, до меча доползти, все активируются, и он хотя бы немного жизни получит. Давай, лысый. Ты сможешь. А, он даже кувыркаться не может. И мяч утащит. Просто развод в полной программе. У него ничего не осталось. О, Зевс, старина, здорово. Да, мне пришлось вмешаться. Афина не хочет исправлять свою ошибку. Она заботится о такой жалкой твари. Почему? За что ты предал меня? О нет, это ты предал меня. Ты угрожаешь покою Олимпа и думаешь, я останусь в стороне? Кровь Ареса на твоих руках. И я не хочу... Ты предал меня, нет, ты предал меня. Боги слабые и немощные, как и твоя власть, Зевс. Твоя дерзость утомила меня. Я владыка Олимпа. Я правлю людьми и богами. И ты сейчас поклянешься служить мне. Я никому... О, это позорная штука. Значит, у меня нет выбора. И как его бить в таком состоянии?
Я должен проиграть наверняка. Просто не сопротивляться. Ну смысл? Покорись, я скорее умру. Давай, лысый. Вот так. Этого могло и не случиться, сын мой. Но ты сам выбрал свой путь. Выбор, предложенный богами, бесполезен, как и сами боги. И даже теперь, глядя в глаза смерти, ты отвергаешь меня. Все, что ты знал, Кратос, все, чего ты желал, обратится в прах. Ты никогда не воцаришься на Олимпе. История не повторится. Не дают ему на Олимп залезть. В принципе, я не удивлен, почему он начал мстить в третьей части и решил всех завалить, чтобы... Как говорится, не можешь одолеть, возглавь. Это Зевс. Я клянусь тебе. Да, главный антагонист будет Зевс. Кидала Кратоса. Руки преисподней потянулись к его телу. Но от Кратоса зависело много больше, чем думал он сам. Так-то Зевс поэпичней будет, чем Арес. И его судьба состояла в том, чтобы изменить мир. И перемены эти должны были потрясти Олимп до основания. Я не могла позволить ему умереть. Афина прям его покровительница. Арес, порази моих врагов, и я буду служить тебе! Эй, камон, Арес был рыжий. Почему он сейчас брюнет? Какие-то флешбеки с первой части. Он свою семью убил. Сражайся, воин. О, рыжий. Что за Ты дамочка? не погибнешь здесь. И как Карлсон улетела. Это не конец пути. Ну, это типа кошмар, короче. Кто ты? Аид? Я Гея из племени Титанов, вечная матерь Земли. Я видела, как ты становишься великим воителем. Я не знаю, кто такая В Гея. жизни я была с тобой. Ныне пришло время действовать. Мы поможем тебе победить Зевса. Кратос, смерть — это бегство. Ты воин Спарты. Ты не трус. А смерть принимают только трусы. Я не трус. Тогда сражайся. Я укажу тебе путь к вещим Мойрам, богиням судьбы. Они помогут тебе в битве с Зевсом. Там-там-там. О, полечили хоть. Сейчас он прям с самого дна подниматься. Но я не знаю, что за гея такая. Тихо. Драться надо. Красные сферы. Собирайте красные сферы, чтобы увеличить понятно. Хрена как они. Когда они мне про сферы напомнили чуть-чуть. Надо вверх, да, ползти? Встаньте у самого края, да, понятно. Прыгнуть, отклонить. Надо забить писю. Куда мне вниз?
Что-то он вверх не лезет. Точнее, вниз. Давай, опа. Что-то на ад это не особо, кстати, похоже. Что-то вот прям около него. Может, это типа лимб? Комплексно захватывает, когда вверх бьет. Все, наконец-то. Ачивочку дали в воскрешение. Я понял. И дырочка закрылась. Так, давай, наверное, сохранимся. Оп. Потом будем касцены смотреть. Давай. Павший спартанец. И что? Как обычно, надо направляться с обрыва или что? Или как? Или где? Ну, павший спартанец. А что мне это должно сказать-то? Нет. Куда идти? Эй! Еще одна жертва Зевса. Надо всех? Враг заплатит за все. Надо всех осмотреть? Этот воин мертв. О, последний. Великий, я знал, что тебя нельзя Так. убить. Я всегда верил в тебя. Но наши братья мертвы. Разве ты не способен держать меч? Спартанцы не сдаются. Исполняй волю своего бога. А ты, великий, Да, он уже не великий. Похоже на Олимп, у меня еще есть союзники. Кратос больше стал разговаривать, по-моему. О, пегаса какого дали. Давай, лошадка, вперед. Прикольно. Интересно, будет в этой части механика полета? Назад, на Олимп! Я должен биться с Зевсом! Ты споришь с богом войны! Ты больше не бог, Кратос. Вот именно. Зевс, Олимп и тот меч, в котором заключена твоя сила, слишком далеко. Но если ты разыщешь вещих сестер, то сможешь вернуться в тот миг, когда Зевс предал тебя. Помни, Перемотка времени, серьезно? он будет уязвим. То есть они на полном серьезе? Чтобы добиться успеха, моей помощи мало. Мой брат томится в мрачной темнице среди гор. Иди, пора пробудить его от векового сна. Я так понял, у Афины какой-то брательник спит. Мы едем за ним. Зачем, не знаю. Ладно, суть не в этом. Они на полном серьезе предлагают. Как вниз уйти? О, вот так. Это какая-то инверсия, что ли? О. Да, лук это нехорошо. Не успел. То есть они на полном серьезе пытаются в сюжете. Кратос с тобой
собрать все свои полученные вещи. Он должен просто вернуться в тот момент, когда Зевс его предал. Так вот, теперь можно вверх-вниз уходить. Бля. Ну так четенько все, по-моему, попали, да, в меня? Вот эти вот моменты надо, конечно, чтобы у меня автоматически кнопки эти в голове переворачивались относительно Xbox и геймпада от плойки 3. Ну, от вообще любой PlayStation. Так, все, да? Чтобы ускориться, нажмите турбо кнопочка. На прямой удар с разгона тратится магическая сила. Эй! Я в стопор вошел. Вот опять махание вот этим стиком. Сейчас будем учиться. Почему не получается? В бассейне с телками тоже не выходило. Чтобы Я это могу пропустить? добиться успеха, моей помощи мало. Мой брат томится в мрачной темнице среди гор. Иди, пора пробудить его от векового сна. Блин, так долго заново проходить. Сильно откинули назад. Ну, сразу получается. Так, иди-ка сюда. О. Не та кнопка. А, он сразу подох. Сорян, мужики. Вау. Что-то магия тратится. Все, магии недостаточно. Теперь достаточно. Давай. Опять почти все попали в конце.
Серьезно, я нажал X. Чего он не успел? Кстати, как долго лететь-то будем? Надо еще проблему с этим штопором решить. Я понял, ускорить движение. Да, ну, пока. Может быть, еще быстрее это надо делать, я не знаю. Чтобы добиться Сколько быстро это надо этим заниматься? помощи мало. Мой брат томится в мрачной темнице среди гор. Иди, пора пробудить его от векового сна. Что-то я не знаю, какая-то херня, короче, с этими... Со стиком, когда показывает игра, что стик надо вращать. Я не знаю, что за хрень. Ничего не получается. Во-первых, непонятно, правый или левый. Во-вторых, насколько быстро это надо делать. Но эти лошадки уже разматываются быстрее гораздо. Это же лошади? Тогда гон. Не попали. Попали. Да, кто-нибудь да зацепит. Причем, если попадает в тебя хотя бы одна, попадает все. И скорости не хватает, чтобы уйти. Тихо, вниз. Это что-то новенькое. Все равно не дали попрактиковаться на вот этих вот вещах с кручением стика. Почему не выходит, я не понимаю. У меня два варианта. Либо надо стик другой крутить. Вот, опять. Так, ну уже, наверное, все это вместе не надо будет переигрывать. Да. Начинаем отсюда. Сейчас прям попробую отдельно со всех сторон его долбать. Пусть попадет, наверное, да? Давай. Вот. Короче, надо руку перемещать. Еще быстрее. В общем, они прожатие кнопок изменили на более медленное. Но вот эти вот штуку со стиком они сделали быстрее. Все, не слава богу.
тут будем больших этих мужиков убивать. А еще один. Целая партия. Куда определяться будем? Ну. Бой в воздухе. Ачивку дали. У тебя не хватит сил на то, чтобы поднять пальцы великого Титана Кратоса. Ты должен освободить Пегаса. Только он поможет тебе добраться до вещих сестер. Пегаса пальцем придавили. Надо ему освободить, настучав по пальцам этого мужика. Я вот не знаю, это колоссы какие-то или... Короче, какие-то великаны. Так, подожди. Вот тут у нас чемодан. Возьмем. Магии, кстати, вообще сейчас пока еще никакой нет. Куда пополз? Сундучок-то я возьму. Глаз? Да, глаз. Значит, по идее, следующее перо будет. Сколько орбов? Мало. Но я буду... Все 600 сфер. Я этих сфер минут 20, наверное, собирал. Просто за какую-то миллисекунду они кончились. Ух, я. А че они такие пальцы только тяжелые на подъем? Так, подожди, а вот тут что у нас? Ничего. Надо выше. Надо будет выше подняться и настучать ему по пальцу. Я почему-то ниже иду. Удерживайте R1, чтобы понятно. Он сейчас вопьется клинками, да, и будет скользить. А ты чё не бьешь-то? Я, значит, памлю по кнопочкам, а он ничего. Так, ребята. Да. Так можно и стики сломать. Не окружает. Так, подожди, а вот... Стой. А что ты? Он не бьет их, он просто стучал в тупую. Блять, там еще сзади. Он стучал как-то по стене, но ударять их не стал. В первой части можно было со ступа их лупить прям. То есть они к тебе подобраться не могут. Ты их хорошо дамажишь с этим делом. Все, наконец, кончились. Сейчас еще будут. Стой. Кстати, да, вот еще одна новая тема. Он по потолку не ползал. Он ползал там только по этим, по веревкам в первой части. По потолкам не ползал. Пегас, держись, я спасу тебя. Так, версия не очень удобна. Все. Все, остановился. Тарарарам. Я их на потолке подожду. О, теперь можно
съехать спокойно. Сохраняемся. И, наверное, пойдем, да, на перекур. Сейчас я подойду. Давай, 3 минуты. Все, продолжаем. А где пальцы-то его? О, новые чуваки. Взятые прямиком из первой части. Иди сюда. Ну так же ему морду развальцуем. Эй. Ладно. Перелупил я его. Чат выше сделал. Вот так.
Я думаю, пойдет. Я просто еще это... Первый день сегодня его поставил. Решил от попугайчика немножко отойти. Посмотрим, как он себя поведет. Зарекомендует. Все, как говорится, познается в сравнении. Орбы вообще тратятся очень быстро. Так, и чё? Надо ударить или как? Зацепиться, наверное, да? Чё не цепляется? Эй! Подожди. Надо, наверное, клетку разбить, да. И теперь зацепиться. А потом еще раз. Он вообще в противоположную полетел. Что случилось? Так. Что-то беда какая-то. А зачем мне эта хрень возвращала назад тогда? Что достаточно... Может быть, я потом назад еще пойду? Я не знаю. В первой части мы еще в снегах не бегали. Откуда в Спарте снега, кстати? Это не мой Пегас. Надо бы сначала лучников убить, то они будут сильно мешать. Сейчас в глазах рябить начнет стопудово. Ну да, как. Хорошо. Сейчас не так быстро палец устает в таких моментах долбить по одной кнопке. Но чтобы стиком мотылять, прям надо вот палец большой убирать с этого стика и мотылять отдельно, скажем так. Подожди, по-моему, там что-то есть. Мне кажется. Да, ничего там нету. Наверх надо. Надо, взорвал. Поехали. К бабе за орехами. А, там же этот, как его, это Гермес или как его зовут, у которого вечно печень клюет, а она заново отрастает. Бог войны, ты жив? Я отверг путь богов. Кто обрек тебя на эти муки? Зевс. Мое преступление в том, что я хотел помочь людям. Да, Гермес, насчет огня. Божественный огонь, Зевс посчитал меня предателем. В наказание он сделал меня смертным. И вот каждый день эта проклятая птица прилетает, чтобы терзать меня. А печень у него заново вырастает. Вот бы нам тогда, алкоголикам. Исцеляются. Я не знаю, сколько я пребываю здесь. Сколько длится это проклятие. Я потерял счет времени. Только он к скале был прикован по мифологии.
тут рука какая-то. Чик. Печеночка заново. Вообще у него печень он клевал. Та-дам! И он вернулся. Призрак Спарты, избавь меня от этих страданий. Надо его лупить. Так он же обратно. А нет. Все, повесили его. Я должен сгореть в пламени Олимпа. Иного выхода нет. То есть надо Эй, меня, Кратос. разрушить цепи. Но это не точно. Ну-ка, по пальцу попробуем. Нет. Олимпа. Иного выхода нет. Давай тогда вниз спустимся. Убей меня, Кратос. Убей. А как его скинуть-то оттуда? Я должен сгореть в пламени Олимпа. Иного Да я понял, что должен сгореть. убей меня, Ну и хера они тут делов показали. Я думал, надо просто достаточно цепи ему отрубить, как бы, и он все. И он просто упадет на огонь и типа сгорит. Хотя, по идее, если у него печень там тысячелетиями восстанавливалась, он тупо отрегенится даже от пламени. Разве нет? У нас снега уже реально в глазах рябит немножко. Вот прям тут их подожду. Я таким макаром прям всех зацепляю. Немножко мобы изменились, они теперь на копытах бегают. Так, сохранить. Перезаписать. По-моему, после первой прокачки у нас получится финты крутить с помощью зажимания кнопок блокировки. Не раньше. Тут у нас, я так понял, перо, да, будет валяться для магии. Нет, еще один глаз. А когда перо дадут? Так, нет, туда. А тут тогда что? Ладно. Я его в полете головой убил. О, приполз. Иди сюда. Только я их зацепил одним ударом, прям надо спамить по кнопке, чтобы они ничего не успели тебе сделать. Сундучок. Мало орбов сыпется с сундуков. Вот вообще 20-ка, по-моему, да? Какая-то упала сейчас. С мобов больше типа дают. А там тогда что за механизм такой? Там с правой стороны что-то было наверху. А это спуск назад, да? Проверим. Понятно. Тут часто какие-то веревочки висят, которые просто никуда не ведут. Ты подыхаешь просто от них, когда цепляешься. Это странно. Ладно, я сюда не пойду.
Кстати, там отражение в лужах, RTX, вся херня. Как же без медуз? Надеюсь, меня опять в комнате не закроют 5 такими. Но они только лютые. Ну, давай. При появлении одной первой части тебе сразу башку ее давали. Дико сюда. Плохо. Так, да блять. Теперь их двое. Они очень быстро атакуют. Но можно вычислить чисто по замаху, потому что он собирается нападать. Блять, эти сволочи поналетели. Ну, медуза тебя поймает, это ваншот. Давай, ну. Оп, медузу лови. Попалась. Ай-яй, не ту сторону. Снова не в ту. Что-то как-то сегодня кутуей вот эти моменты вообще не идут. С третьего раза, наверное, только получается. Так, показали, что проход. Но я отсюда пришел. Надо туда, по идее, вот там блестит вот эта скала. Светящие предметы, с которыми можно взаимодействовать, выделены подсветкой. Спасибо, капитан. Я вообще Пегаса своего спасал под пальцами. Что-то я уже забыл про это. Потом мужика надо было спасти, убив его. А вот, я наконец-то добрался до вот этого, который пальцем придавил Пегаса моего. Пещера Тифона. Видимо, мужик откладывается, да, пока? Его попозже надо будет как-то. Сейчас мы в этом вот глаз выковырим. Я понял. Кстати, знакомая механика. По-моему, что-то подобное я в третьей части встречал. Надеюсь, эти твари летающие закончатся. Вроде все. Да. Просто мне площадь движений сокращает. Все, никто не летит.
если он меня скинет, я просто упаду, да? Ну, типа не ваншот. Топ. Ну так визжат, как поросятки. Подожди. Этот. Убирайся, говорит. Подожди, мне то ли мне наверх, то ли вот это. Так, ну давай для начала. R1. И чё? Угу. Это дорога к глазу. Еще два пути есть. Наверх и ну, влево и вправо. А зачем? Надеюсь, я ничего не пропущу. Все на бонус как-то похоже. А судуки вижу. Но явно отсюда никакой дальше дороги нет. Сука, ну каждый, блядь, задел. Парнокопытные, вы что-то это окружать стали. Надо срочно клинки качать. Чтобы у меня вот этот круговой удар появился. А то так дела не делаются. Может их подкидывать куда-то надо? Что-то эти ребята. Вот. Топим пацанами, короче. Мне не дают. А как? Вот одного получилось закинуть. И все. О. Надо ящики растопить. Сколько таких нужно туда закинуть? Надо еще правильно встать тут. Тут бы звездницы хвалились. Угу. Стой, достаточно сфер, говорит, собрал. Ярость фурии, Тетатан в воздухе, воля Геракла, доблесть Геракла.
Ну, чуть-чуть. Чуть получше. Эх, чувак не попал. Хватай и выкидывай. Не, я не знаю, что-то как-то они вот вообще одолели. Я сейчас просто сдохну и все. Их надо очень часто туда кидать. Короче, хрен мы с ним. Пойдем посмотрим, что там. Тоже непонятно. Ему сначала надо в глаз долбануть или что? Или туда идти? Ага. Ярость ветра. Минус глаз. Опа. Лук дали. Невзначай так. Все. Погибли Тифона. Чтобы применить, удерживайте L2 для выбора. Хорошо. С ее помощью вы можете атаковать врагов издалека. У меня сейчас жизнь немного закончится. Что, мне надо долбануть в него? Ну-ка, пошел в жопу. А лук, я так понял, у меня бесконечный? Короче, залез на этот бонус идиотский, только чтобы жизнь не потратить. Вот и что. Могу сказать. Все, хана. Ладно, я на бонус не пойду. Просто там очень много врагов сразу на тебя нападает, и пока ты атакуешь одного, тебя один чуть-чуть куснет, вот так вот, второй, третий, четвертый, и потом у тебя жизни ни хрена нету. Ёбаные лучники. Да ты не того стреляешь. Вот этих мочи. Походу эти стрелы ледяные. Ну, тут же 4 стрелы в тебя летит. Блять, ну ты не туда стреляешь, мудила. Так, ладно, давай сначала попробуем тех, кто на земле завалить. Да просто, блядь, тебя со всех сторон лупят и все. Ну давай быстрее, блядь.
Мне хоть побольше жизни дали. На чуть-чуть совсем. Причем надо смотреть не того, кого ты сейчас лупишь, а смотреть, как бы, когда лучники стреляют. Куда-то урон прилетел. Ладно. Ну все, получилось. Что еще? Ага, обязательно. Здрасте. Пока часто приходится с лучниками мочиться. Так, значит, эти камни тоже разбиваются. И вот эти. Как говорится, камни на камне не отставил. А здесь... А, ну я там бегал уже. Я назад иду, походу. Чтобы что, получается, подстрелить мужика, который висит? Я взорвался? Да, оба. Никого? Никого. Скорее всего, да, мы мужика сейчас подстрелим, он просто упадет со своей этой удавки и сгорит. То есть я, получается, все это время шел чисто за луком. Так, жизни бы. Но осталась магия. До этого вроде он не тратил магию, когда лук использовал. Ну, ладно, не суть. Это типа вместо вместо стрел Зевса дали теперь лук. Я должен сгореть в пламени Олимпа. Сейчас горишь, несы. Потом, наверное, да? Наконец-то. Все, отмучился мужик. Сейчас по логике вещей за Пегасом мы пойдем. Кратос, ты избавил Прометея от вечных мук. Прометей, это не Гермес, Прометей его зовут. Обратилась в Я пепел. забыл совсем. Этот пепел даст тебе силу Титана. Могущество нашего древнего племени поможет тебе одолеть врагов. Какую силу-то его дали? Гореть? Восстанавливаться? Да ну. Пусть ярость титанов напоит твои мечи. Вы получили гнев титанов. Гнев титанов, чтобы вызвать гнев титанов. А, ну понятно. Это этот, как его, берсерка дали. В этом режиме возрастает сила атаки вашего героя. Берсерка просто дали, вот и все.
Иди-ка сюда. В них обычно хилы выпадали. А может в других. Да, все нормально, меня полечили. Аккуратненько там. Вот они любят за спину заходить, держать их на расстоянии. Тебя один гоблин ставит, а второй подбегает и добивает. Молодцы. Причем, когда он тебя станет, у тебя урон не проходит, но вот второй удар, если ты попадаешься, то тогда да. Туби пизда. Мне снова... Нет, не наверх явно. Почему-то открылось и вперед, и назад. Куда мы за Пегасом тут пойдем, что-то я не пойму. Ну и нахрена мне это открыли-то? То есть снова туда надо идти. Что-то я швыряет туда-сюда. Оп. Почему бы не сохраниться лишний раз? Так, ну по логике вещей я теперь по мосту должен пройти. Да. А тут глаз у нас, да? Чпок. Третий. Еще два. Можно качнуться. Зачем мне назад возвращайся, я не пойму. В принципе, понятно то, что они таким образом сэкономили ресурсы. Просто что там делать вообще еще? Как бы, ну, этого мужика глаз я выковырил, а дальше-то что? Может, туда теперь надо к бонусу топать? Вообще не долетел. Причем даже половину, по-моему, он не пролетел.
Так вот, да, потрачено. Я просто не знаю, я иду непонятно куда. Ну там явно тупик, а может быть мне наверх или что? Надо лошадь спросить. Тут явно прохода нет. Там ты просто вниз падаешь. Хотя подожди. Там же показали какую-то. Да, стой. Вот. Вот оно в чем дело. Вот куда надо идти. В пещере там делать было нехер уже. По логике же мы должны лошадь теперь спасти. Но нужно к ней вернуться, правда, через жопу. Можно вот тут пройти, да? А можно по цепочке. Что за нелинейность? А нет, все нормально. Приятные бонусы. О, наконец-то перо. Ну и тут орбов чуть-чуть. Пизда, сколько надо ящиков взорвать, чтобы на 5 косарей прокачать себе эти, как его, клинки. Для быстрого удара нажмите. Ну, понятно. 5 пиратов. Быстро отклоните влево и вправо. Зачем? Чтоб тебя не сдернули. Мне приходится, короче говоря, вот так вот стик делать, потому что если большим пальцем, то ты не успеваешь мотылять. В прошлый раз, когда я в первую часть играл, нужно было отдельно указательным пальцем долбить по клавише, когда вот эти вот моменты кутаешные, когда нужно было там кого-нибудь морду проколоть, еще что-то. Просто с такой скоростью, ну, нереально долбить по кнопке. Одним большим пальцем. Все, назад. Какой-то золотой ящик. Кстати, таких не было. А там сферы титана. Для чего? Золотые сферы позволяют восполнить гнев титану. Ну, короче, мне этого берсерка мы теперь только так, да, пополняем. Ковырявость порта, она такая. Чтобы вызвать гнев титанов, понятно, это надо гневом титанов разбивать. Да нет, это не корявость, это просто, ну, типа, игра старая, и раньше было модно, наверное, очень быстрые пальцы иметь. Типа, как это, я не помню, как этого чувака зовут, японец, по-моему, он там что-то 14 нажатий в секунду делает. Все, это можно отключать. Кстати, в первой части ты один раз нажимаешь гнев этих титанов и отключать его не можешь, пока он до конца не кончится. Сейчас это работает нормально. Наконец-то. Переделали некоторые моменты. Сделали, так сказать, работу над ошибками. Молодцы. Понял, да, про кого? Этот как он? Ну, про него же игру как раз и сделали, этот Adventure Island. Я забыл, как этого мужика зовут. Как-то его мастер. Блин, я забыл, правда. Мастер Такахаши, по-моему, как-то так его зовут. Вот он, реально засекали, я смотрел какой-то видосик. И он там 14 ударов в секунду, это охренеть просто.
Угу. Ну, я лук, наверное, качать не буду, он не особо. Вот, мастер Такахаши, да, его зовут. Короче, первым делом я качаю клинки. Потом уже все остальное. Как Тошихуики. Тошихуики Такахаши. Ладно, ну по идее все равно чувак легендарный тем, то, что хотя бы у него так быстро пальцы крутятся. Ну, в смысле, нажимаются. Ну, еще к тому же Adventure Island, 3-я часть, она топчик вообще. Первая вот, хотя все, по-моему, больше от первой как-то перлись, но мне больше нравится 3-я. Там динозавров побольше. Мы прям ее жестко задрачивали в школе первую, 3-ю часть. Искали сами, ну, естественно, там книжек, паролей не было, и искали сами вот эти вот ну, моменты, где можно скипнуть уровень, а то и даже целую карту, перейти на другую. Там уже миров, по-моему, 8. Да, там где новых динозавриков много, там крутая часть, да. Вот. В 3-й части больше всего динозавров, во 2-й они тоже уже были, но, по-моему, их там летающего не было. По-моему, и трицератопса не было. Наверное, сейчас бесполезно, да, ему по пальцам долбить. Хотя, возможно, есть гнев титанов, который поможет в этом. Бам. Ну давай. Вот. Один палец готов. Надо все, да, поднять? Бля, если мне гнева титанов не хватит. Тихо. Я их все равно, я гнев титанов набиваю, даже когда я просто ударяю по этому. Ладно, я разберусь потом, как эта механика работает. Заебись. Надо это быстро делать. Сука, взял, все пальцы убрал. Все, я успел. Здорово, Пегас! Полетаем, ёпта. Короче, мы делились впечатлениями, точнее, и лобали почти всем классом, как бы, и потом делились друг с другом вот этими секретами, где искать скипы, в каких мирах, где это находится, чтобы там, ну, где-то бонус, где-то динозавра лишнего там. Да, плотву освободил летающую крылатую. Вот. Так, стой. Что там мне? Чуть-чуть. Чат надо поднастроить потом. Чтобы нанести прямой удар с разгона, мне опять показывает то же самое. Кратос, перед тобой остров творения, обитель вещих сестер.
Здесь начинается твой истинный путь. Этот остров скрывает множество опасностей. В доме вещих сестер не любят непрошенных гостей. Кратос, своей властью Мойры могут Давай мы тогда, наверное, вообще его уберем сейчас. когда Зевс предал и убил тебя. Я его Ты сможешь поднастрою, изменить и и свою потом нормально. судьбу, и судьбы многих других. Так, погибель Тифона. Чтобы применить погибель Тифона, чего там? Блин, я не успел. Нихера тут, короче, этот. Как эта штука там называлась? Короче, летающие бои теперь. Ну, типа... Топ Ган, там, я не знаю, на самолете как-то на Денде летали. 1942, по-моему, эта игра называлась еще. То есть теперь у тебя бам-бам-бам. Не, ну прикольно. Переключи шрифт. Короче, просто любые самолетики, Сега, Дэнди, там, неважно. Ай! Минус крылья. Надо сначала наездника, наверное, да, сбивать? Окей. Давай. Я приземлился? Так. Эх, не успел. Печалька. Ну, он и так подох. Правда, мне на Ромагии нет. Я так понял, я на тот остров, блядь, лечу. Мне на Ромагии не хватит. Вот так вот всех убивать. Прям это, какого? Реально, бои в воздухе. Я его в печень нож всадил. А птицу-то надо добивать, не? Нет. Достаточно мужика завалить. Ну. Какая-то инверсию победишь. Так, кэтин и потом круг. Блять, я не успел. Подбирай меня, Пегасина. А мы вот так, да? Бам-бам-бам. Хорош. Давай добьем. Все, до свидульки. Че с ним ковыряться? Я думаю, мы не раз будем еще на Пегасе летать. Все. Но потом, по-моему, мне должны дать его крылья. Чтобы как планирование, короче, было у Кратоса. Препятствия разные облетать. Так что Пегас, наверное, скоро прикажет долго жить. Я мне напинал мне. Ну-ка, стой. А че он повернул в другую сторону? Магии не осталось. Оп.
Покойничек. Это чувак вообще бессмертный, по-моему. Чего у меня такой пушки нет? Да, ты сукин сын, ну реально, он тебе один раз тебя начинает стрелять, и сразу у тебя полжизни нет. Короче, да, надо момент пережить. Все равно попал? Блять, он еще живой. Ну, естественно, он будет живой. Сукин сын. Нормально. И псину его нахрен прирезал. Ништяк. Ну, крови он у меня попил прилично. Сейчас жопу отобьет об воду. Не вверх или вниз? Да, вверх. Храм Лахезис. Тут, я так понимаю, земельный будет голем. Возможно, я уже по нему ползу. Хотя не, вряд ли. Подожди. Мне наверх после сохранения. А тут есть что? О, нычка. Чик. Второе перо. А тут глаз. Четвертый. Нет. А че он туда не горело красным? Сохраняшечки. Бам. Снова по потолку ползает. Что-то Кратос полюбил, походу, это дело. Ну, типа разрабы. Ля, смотри, что мы придумали. Сейчас будем каждые 5 минут эту херню пихать. Кстати, парнокопытные изменились. Они до этого светлого были цвета. Какие-то серо-бледные нахрен. Ну-ка, оп. И руку оторвал. Потом в морду, но ее кинул этой рукой. Стоять. Что-то мне их понравилось ловить. А, теперь, короче, пока ты ему добивание делаешь, тебя другие дамажат. Да, ну-ка проверим. Не знаю, пока они что-то вокруг меня только бегали. Не, вроде не трогают.
Зато орба больше видеть. А так, когда он об землю ими стучит, как-то не очень прилетает. Но гнев титанов быстро восполняется, я скажу. Прям вообще быстро. Так, подожди. Там бежать некуда. Я. Крысы. Собаки на крыс похожи. Лысых. Персидские крысы. А, не персидские, египетские. Ой, такие кошки мерзкие. Так, они окружать начинают. Хуя их тут. Прям целый рассадник. Вот так вот. Все, кончились собаки-то ваши ссаные. Бля, вот тут бы ребят. Он их не видит, да? Нет, он их не видит. Вот и хер его знает, что надо сначала. Не, рычаг давай попозже дернем. Чуть-чуть. О, 2700 надо. Всего там, по-моему, 5 левелов максимально. То есть где-то на середине игры я только докачаю то, что у меня было в начале. По урону от этих клинков. Так, есть кнопка. Есть какая-то рычаг какой-то. Чтобы взяться за рычаг, ну это понятно. Этот рычаг у нас раздвигает первые ворота. Я только отпускаю, закрывается все вместе, да? Подожди. Может, я какой-то сундук пропустил? Надо еще одну кнопочку-то придавить. Я не успеваю. Если сундук, то только который здесь находится. Тут что, вообще никаких предметов нет. Ну-ка, в хлопцах постреляем. Он их не видит. Давай там поищем, может быть какие-то скрытые стенки есть. Я даже за прыжок не успею, вот. Я просто прыгаю, и она тут же закрывается перед носом. Погоди. А что если... толкать мы его будем только вперед? Могу ли я его пнуть? Нет. Где сундук-то найти? Алло. Алло, блядь.
Ну, я хер успею просто, вот я чё. Ну все, и Барсик, ну и чё мне, в дырку эту? Почему, кстати, Лысый не может догадаться прям в дырку проскользнуть? Он чё, дебил? Блять, на сундука ничего нет. Там дырка, там 4 Кратоса этих влезет. Пошли наверх, посмотрим обратно. А тут ступеньки. Но я не знаю, смогу ли я по ступенькам сундук волочить, если он вообще тут есть. В чем проблема-то? Я что нашел? Целых 9 орбов дадут за 3 кувшина. Может быть, он поверху сможет? Нет. Он не может запрыгнуть наверх. Падла лысая, а? Вон тут еще есть кувшин. Так, ну кувшин это здорово, подожди. Может, хлопцев надо вот прыжка? Нет. Что делать-то надо? Кнопка срабатывает сразу же, как только ты с нее сошел. А эту хрень тогда вообще бесполезно толкать. Вот эту кнопку как-то зафиксировать. Она просто в секунду закрывается. Вот единственный вариант, по-моему, попробовать вперед эту штуку толкать. Вот я сейчас спиной иду. Только вперед. Вот он ее не хватает. Не берет он его. Ситуация. Как эту кнопку зафиксировать? Я секунда просто, она сразу же на закрытие идет. Но Лысый мог бы, я не знаю, Лысый мог бы управлять по центру, там, наверное, 3 лысых повестилось бы. Здорово. Здорово, электросталь, скелета тащи. А как их тащить? Они висят высоко. Лук их вообще не может достать. Его как-то в полете надо захватить. Что-то не улыбаюсь, что они от меня хотят. А, вот, подожди. Все, нормально. Чтобы поднять тело, нажмите, ну понятно. Поднять тело под... Ничего не напоминает случайно? Лысый. С трупом на плече. Здорово, Тайсон. Как наше ничего? Да, нормально, вот пытаюсь разобраться, что тут
Чё тут к чему? Ну, по-моему, вторая часть пободрее немножко, чем первая. Немного некоторые механики добавили. Некоторые механики чуть дебильнее сделаны. Все. В целом, вторая часть, по-моему, получше будет, чем первая. Да-да-да. Я думаю, что тут такие ворота, вот серьезно. В центре круг. Там 4 лысых влезет. Там еще вот по бокам внизу может еще 2 человека пролезть. Ну, сложность норма. Вот как он? Не догадался просто через эти дырки пролезть? Серьезно. Он что, дебил? Я не стал сложность себе задирать, чтобы, знаешь, потом под конец на каждом этом, в каждой комнате не сидеть по 10 тысяч лет. Потому что там будут делать больно. Кратос, Пинка двери дал. ты должен добраться до острова. Только ты сумеешь найти вещих сестер. Зачем ты мне помогаешь, Гея? Кратос, кто-то должен остановить Зевса. История этой мести уходит вглубь веков, и ты знаешь не все. Тебе ведомо имя могучего титана Крона. Крон страшился предсказания, гласившего, что он будет повержен собственными детьми, и потому решил поглотить их. Безмолвно взирала Рея на то, как ее супруг Крон пожирает собственных детей. И вот в живых остался только один – Зевс. Рея не желала мириться и с этой потерей, так что придумала способ обмануть Крона. Подожди, Зевс же он бог, причем тут Рея титаны? повелела Орлу унести ее сына прочь. Она укрыла его от очей Крона на далеком острове. Ну, мы к Крону идем. Крон это геи. Брательник. По-моему, так. Одного младенца утащили. А, она подменила, короче, да? Муляж положила. Ля, у нее грудь какая волосатая, причем в середине. До пупа. Он ее нюхает? А нет, он дыхнул. Анимация мохнатых сосков. Я заботилась о нем. Зачем он детей жрет? Что за хуйня? Я сохранила его живым и невредимым. Детская жопа. Я радовалась его решению освободить своих братьев и сестер из чрева Крона. И мое сострадание стало причиной падения титанов. Мы пощадили Зевса, но он вернулся к нам, тая в сердце месть. Желая отплатить одному титану, своему отцу Крону, он предал всех нас. Что-то вау вообще. Загрузили они. Я вот вообще, у меня больше вопросов появилось. Гея. Я не знаю, кто она такая вообще. Не в курсе. Это надо, наверное, более подробно знать греческую мифологию, чтобы понять, кто это такая. Она своего типа брательника Зевса уберегла от Титана, отправив его на остров. Он вернулся назад, чтобы отомстить. Но в итоге он почему-то плавает на Титане. Нихуя не понял, но очень интересно. О, старые знакомые. У предыдущих, кстати, церберов не было врагов. Но они такие же мудаки. Нахуй пошел.
мелких, наверное, да, крысюк сначала размотать, они мне его добить не дают подойти. Только, ну, лупит того сильно он, а не крысы. Ладно. Будем удохнуть, может отъедет. Все, крысы кончили. Блядь, еще одна бежит. Ну-ка, иди сюда. Так. Давай, ломай ему хобот. Кидай его на вак. Ломай ему член. Это. Кстати, было бы прикольно, если бы можно... А, ну все. Вот я что и хотел сказать, то что по очереди ему бошки обрезать. А то как-то в прошлый раз, первой части, я имею в виду. Ну и все, покойник. В первой части ты их лупишь, у них головы не отлетают, они просто, ну, как бы, просто, блядь, подыхают и все. Тут их можно увечить. Это забавно. Женщину разобьем. Чуть не придавила конструкции. Тут каждый шарик на счету, так что максимально лучше, конечно, все собирать. Стой. Эту хрень можно тащить. Зачем? Не просто же так ее можно, да, сюда поставили? Может, в центр ее запердолить? А, тут даже и прохода нету. Нам вот туда надо. Откуда этот сервер появился, туда и надо ее тащить. Чик. Полезли. Тут все, да? Больше не забраться. Ок. Надо не забывать такими товарищами жонглировать, чтобы другие не подбегали к тебе. Короче, чем эффектнее ты их лупишь, тем безопаснее для тебя. По-моему, стандартная фишка всех слэшеров. Так и коленки ободрать можно. То вверх, то вниз. Сейчас он обратно, он наверх поднимается. Давай маленько вкачнемся. Серьезно, час собираешь эти шарики, чтобы просто они... Ох, за секунду. Тихо. Как будто ты ничего не качаешь. Довольно-таки часто эта механика встречается, что ты по потолку ползаешь. Прям, ну, наверное, минут 10 не проходишь, чтобы ты на потолок не залез. Это Санта-Моника фанаты потолков стали. В 2007 году. Сложный был год. Его все хотят вернуть. Кстати, по-моему, если не ошибаюсь, в ТикТоке там что-то писали, что... Ну, не писали, точнее, ролики какие-то выходят. Особенно отбитых. То, что вроде как эмо возрождается, культура. Что-то подростки пытаются себя накрасить, как эмо. Волос, там все такое. Я вот думаю, не приведи Господь.
Народу слишком много, надо бы, конечно, лучников. Эмма опять. Так вот. Я бы, конечно, поржал, но это было бы недолго. Остановите, я сойду. Блять. Ну, бам-бам-бам-бам. Все? Кончились? Кончились. Но это не точно насчет этого. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, знаешь, этот очередной тиктоковский вброс. Ну, типа, как можно лапшу из сырных читос приготовить. Ну, типа, макароны с сырными читосами. По-моему, это говно не работает. Кто-то эксперименты делал. Я тут их повылазил. Блять. Ушла лучненько. Вот как? Тебя, блядь, зажимает со всех сторон и все. А давайте так сделаем. О, и поехали. Тра-та-та-та. Все. Ну, вот эту половину мне обошлось гнева титанов. А так бы они сейчас просто меня толпой бы замудохали. Че, Илюха, выспался после ночной? Я так покемарил, вроде ништяк. Сиську видно. Ну, эти сирены были тоже. Не заметил? Ага. Это что-то сильно лупит, по-моему. Ее надо аккуратненько. Раз, два и в сторону. О. Иди сюда. Как таких лупить? Ага. Это надо толпу таких тетенек замочить, чтобы дверь лопнула. Сучки, а. Мы сегодня в Мончу поехали кататься, зато тут фрирайд. В лесу покатались. Человек покрышку заднюю порезал на камнях. Ну, неудивительно, камни-то острые. Короче, покатались. Сегодня в Кладове дождь был. Под дождем-то вот вообще не очень кататься. Тем более по камням. Да, хоть сундук взрывай после первой. Да, ёп. У них, оказывается, еще по несколько ударов они могут делать. Не угадала женщина. Ну, прикольно, у них хоть птичка торчит. О. Так, давай-ка я сейчас попробую взорвать один вот этот вот сундучок. О! Потому что сколько вот этих сирен лупить еще придется неизвестно. Бля. Отбивайся, главное, от одной, которая тебя оглуханула. Я другая лупит. Очки бешеные. Да.
Но от этой глухомании я не знаю пока, как уходить. Пизда вообще забили просто. Я так понял, сейчас скоро 3 появится, да? Ну нахер, я берсерка врублю. Блядь. Они больно бьют. Пизда, вообще. Плохо делал. О, иди сюда, тетя. О, затискал я. Обнимашка-чекоташка. Еще одна появилась. Так, есть магия? Слабенькая, но хотя бы на расстоянии. О, минус тетя. Иди сюда. Он их прижимает к себе, они пердят и дверь ломается. Все, а эти уже исчезли. Все, уже типа бить никого не надо, дверь сломана. Кони времени, дар великого титана Крона. Так он пытался добиться благосклонности вещих сестер и изменить судьбу, предсказанную ему оракулом. Не бы хпшек, хер бы с ним с оракулом. Кони в яблоках. Кони серые. Отцепь. Что-то у меня все равно как-то не вяжется история по поводу Зевса, Кроноса, вот этой геи, кто кому с сестрой, братом приходится, что за херня. Походу, наверное, потом надо будет перечитать еще раз, что же они все-таки пытались мне в самом начале объяснить. Кронос это и есть Зевс будущий или что? Типа сестра против брата пошла. Не, ну явно мы будем в конце мочить Зевса. Ну, по-моему, у Зевса не было сестер. Хер знает, короче. Мне, кстати, один удар остался. Хороший такой отцовский лещ, и я покойник. Во. Это вы молодцы. Это вы вовремя. Надо будет он по этой штуке потом скатываться. Причем, по-моему, дороги 2. Вам нужен ключ коней. Ладно, хорошо, ключ мы сейчас раздобудем. Веревочку натянул. А дальше? По идее, он должен достать. Прям со ступенек. Так, что мне это дает? Ты кто такой, пес? Призрак Спарты. Слухи оказались правдой. Тесей. Ой, не думал, что и ты... Тесей знакомо. Глупцов, Я не помню, кстати. с Мойрами. А я бы никогда не подумал, что ты превратишься в прислужника Мойр. А я служу вещим сестрам и защищаю их по воле Зевса. Время Зевса подошло к концу. Итак, ты ищешь сестер, чтобы убить Зевса.
Тут, походу, надо проходить ее с этим, с каталогом. Кратос, ты лишился божественной мощи. С каталогом божеств Хватит сил даже на то, чтобы греческой убить мифологии. меня, не говоря уже о Зевсе. Дай мне пройти, и я пощажу тебя, старик. Не тебе решать, кто будет жить, а кто умрет. Чего пиздечек надоел. Иди сюда. Кто из нас вправе зваться величайшим воином Греции? Я вот не помню, кто такой Тесей. Сейчас на камбушечку, как я налетел. Причем только на один удар попадаешь, тебе бородка. Ай. Ну тут, по-моему, боссов побольше. По сравнению с первой частью. Не так, чтобы очень, но поддобавилось. Что это за магия у чувака? Мне Посейдона, блин, ну вот ништяк была тема. Ты куда, мужик? Оу. Чем-то мне это напомнило Блейд 3, когда они там на мечах бились с Дракулой. Тоже так же пафосно поставленная сцена. Не попал. Походу придется переигрывать. Я вначале много пропустил. Только атаки его улучшить. Тихо. Тесей один из героев, но есть одна особенность, у него два отца и одна мама. Два отца, собственно, они были геями. В Греции же вполне такое возможно. Там мужелов-то нормально принималось. Отец гей, Посейдон, мать Эфа. Так, вот с помощью этих ребят мы сейчас и полечимся. Отец Эгей. А он тут был вообще? Так, Эгей и Посейдон. Эгей и Посейдон, отец Тесея. То есть он получается полубог какой-то. Потому что, по-моему, дети богов богами не считались. Вроде как. Ну, типа Гераклу, чтобы доказать то, что он бог, надо же было там 12 подвигов совершить. Ну, то, что мать Эфрота, это, в принципе, покер. Тесей Минотавра завалил. Подожди, Геракл же Минотавра завалил. Один из подвигов Геракла была победа над Минотавром. Геракл завалил льва. Подожди, а почему не Минотавра? Я вроде думал, что Минотавра ёбнул.
Очка. Нет, да в челюсть не долбанет своим копьем. Блять. Короче, насчет Тесея и Геракла и всей вот этой вот греческой пиздобратьи, походу, надо перечитывать. Кто кому кем приходится. Не думаю, что разрабы что-то путали по именам. Они наверняка это досконально все изучали, чтобы нигде ошибку не допустить. Но плели просто в это повествование Кратос. Так, ну-ка, ребят, иди-ка сюда. Вот, один и второй. Все, до свидули. Че ты лизать там, мужик, будешь? Застрял. О, ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Он, наверное, в шоке, да, должен стоять, чтобы я в него стрелами маленько пострелять мог. Ладно. Тихо. Эй. А чего ты глыбами не дамажишь? О, иди-ка сюда. Эй. Все, поймал. Так, как похилимся. Давай. Давай, рви ему рожу. Бах. И дамажит тоже этими копьями. Ну, точнее. Скалы, которые появляются. Давай, глотай. Блять. Серьезно? Походу уже палец стал. Че он не слезает-то? Давай, слезай, мужик. Это ему можно было напикивать побольше. Урона. О! Можно все время в него швырять. Пока магия есть. А эти будут лезть бесконечно на тебя. Только мудохая их ты можешь и в него стрелять. Стоять. Тогда вот так делать. О! И... Что-то маловато с него орбов прилетело. И все. И кончились. Ну давай так. Даже вы камеру не хотите подвинуть от меня? Иди сюда. Причем во время катсцены я получил урон. Это враги действуют во время того добивания. А если у тебя жизни нету? Как быть?
О, иди сюда. Он прям в очко ему вставил этот. Вставил клинок. Все. Тисею хана. Еще цепляется. Давай. Ну это прикольно. Он голову отрубил. Ярость Да? титанов направит эволюцию. Вы получили ключ коней. Ключевой противник ачивочку еще дали. Фиг. По-моему, игра должна сообщить то, что я накопил на новую прокачку. Так, можно сюда пройти. И сюда, да, пройти. Подожди. Тут нет. Так, давай сначала книжку, потом направо. Крон предложил Мойрам коней. Крон предложил Мойрам коней времени в попытке изменить свою судьбу. Крон предложил Мойрам коней времени. Короче, кому-то он предложил, Крон этот, кому-то предложил коней. Этим Мойрам. Кто такие Мойры, я не знаю. Тут получается, если бы ты шел с другой стороны? Нет. Мойра — это 3 бабки, которые плетут судьбу смертных. Ишься. Так, а тут получается, если бы я с правой стороны пошел, то я бы, получается, оказался вот тут. Это равносильно тому, что я бы съехал по веревке. А нет. Все, понятно, как это работает. И теперь сюда вот этот ключик, который они просили. Стой. Блин, ладно. Ну магии мне не надо. И еще 2 прохода. Только тут закрыто. Сабзиро? Ты ли это? Он поедал, он сейчас пускай. О, ебать, точно Сабзиро. Магия молний. Ярость Крона. Для замещения шаровых молний нажмите L2 для выбора. Ну, понятно. Обратить эту силу против своих врагов, вы можете заместить до 3 молний.
Ну также вот на площадь, как у меня была эта фишка Посейдона в первой части. Короче, вот эту штуку надо качать. Она прям топовая. Потому что она лупит на площадь. И можно очень много урона наносить. Это вторая фича, которую я буду качать после клинков хаоса. Он просто в серии по 60 стали ударов. Кровожадненько. Вот один запутался-то. Чик. С обоих сторон, получается, да, должны решетки открыться. Для выбора различных видов магии, ну, понятно, что надо использовать крестовину. Так, это я, получается, с другой стороны оказался... Не запрыгнуть? Да. С другой стороны решетки. Можно вниз спуститься и дальше пройти. Так, давай посмотрим, что наверху есть. Ой, пожалуйста, вот и прокачка. По-моему, я все главы, да, собрал. Нет, это перо. Там или один глаз у меня остался, или два. По-моему, один. Они меня туда, к морде лошадей ведут. Еще по сброям бегать, да? Че за какую? За какую дергать надо? Хочешь сюда и сюда пройди. Что делать-то надо? Что тут как-то всего добавилось? Да, еще два глаза. Есть два прохода. 4 этих. Чтобы взяться за рукоятку. Понятно. Походу все электрические штуки я должен. А, вот. Сейчас мы сюда ключик-то вставим. Только это за время надо сделать. Давай быстрей. Да, бля. Я успел. Я успел. Анимация проиграна. Прям успел, по-моему, вообще в последнюю секунду. А как до желтой добраться? Угу, отсюда надо достигать. Ну давай. Давай желтую включу.
По идее, для желтой должно быть больше времени. Жопошник. Мы начинаем с зеленой. Может, я что-то не сделал? Мы не долетаем туда. Может, эта штука потом должна загореться, вот этот кругляшок. Из-за него типа R1 потом зацепится. Да, он так не долетает просто. Это по-другому работает. Значит, есть последовательность. Кто-то будет мне мешать, не? Ай. Ну, нет, он не будет мешать. Так, давай пробуем красную тогда взрывать. Уже пару секунд потерял. Быстрей. Ну. Кривовато стал. Вот. Теперь я могу, получается, между этими штуками, да, перемещаться. Птицы, но я за них цепляться должен. Надо проверить. Предмет надежно закреплен. Ну, потому что надо все опустить рычаги. Да, вот теперь до птицы можно добраться. Стрей. Оп, и еще, ну, наверх ты прыгай. Все. Главное успеть воткнуть эту херню. Чик. Ай-яй-яй. Загрызли. Ау. Что тут, ни сундуков, ничего такого нет? Все, что надо? А чё птица не работает? А, подожди. Вот отсюда же, да, я к ней падал. Или нет? По идее, должно четко загореться R1. Вот. Так, проверяем вторую.
Я думаю, что долетит. Придется ему долететь. Иначе никак. Быстрей. Ну, быстрей. Хорошо. Тоже почти практически в последний момент успел, но нормально. Все, мне тупо назад надо. А, ну да, там же хрень эту надо дернуть. Финальный аккорд. Чип. На арбалет похоже. Вау, как. Мы лошадок стягаем. Все, поехали. Поехали. Стимул. Отшивочку. Че, они ползамка врут просто. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Че стали-то? Вторую половину замка, получается, просто ближе притянул. До куда дотянуться не мог. Теперь, по идее, я должен вернуться в этот замок. Дальше его допройти. Понял, принял. Ладно. Тоже, как говорит Леонид Каневский, это совсем другая история. На сегодня хорош. Я не знаю, может быть, продолжим завтра. Нет, так, в следующий раз. Через пару дней. Будем на этом заканчивать. Спасибо за просмотр. Если понравилось